В Германии состоялась мировая премьера самого технологически продвинутого хэтчбека в своем классе – культового гольфа 8-го по счету поколения. Будущее Volkswagen увидят на электротяге. На разработку батарейных машин ID-семейства брошены значительные силы. Поэтому ВАК вложили в гольф максимум технологий, чтобы сохранить большой запас его актуальности на фоне семейства ID. Новая электроника и новые силовые установки вписаны в самую последнюю вариацию модульной платформы MQB, хотя по части железа изменений минимум. С первого взгляда становится ясно, что над экстерьером была проведена серьезная работа. Несмотря на множество, казалось бы, незначительных отличий вроде светодиодной полосы, тянущейся по линии капота от одной фары до другой, облик гольфа остался на 100% узнаваемым. Сохранены общие пропорции, форма боковых стекол и характерный изгиб задней стойки крыши. Новый гольф выглядит более агрессивно, чем предшественник. Такого эффекта удалось добиться во многом за счет агрессивных линий кормы, заметного рельефа на капоте и узких блоков передней оптики. Трехдверка осталась в прошлом, теперь предлагается только пятидверный кузов. Габариты изменились незначительно. Гольф стал на 26 мм длиннее и на 36 мм ниже, а ширина и вовсе прежняя. Колесная база выросла на 16 мм. Серьезная работа была проделана не только с точки зрения эстетики, но и аэродинамики. Как уверяют в компании, каждая деталь кузова была перепрофилирована, а ее форма уточнена. В результате инженерам удалось добиться снижения коэффициента аэродинамического сопротивления на сотые доли до 0,275. Стандартным оснащением гольфа стали не только светодиодные фары, но и диодные фонари. Уже в базе машина получила бесключевой доступ, мультируль, ассистента удержания в полосе, слежение за пешеходами, автоматический кондиционер, связь с сетью, а также с инфраструктурой. Если изменения в дизайне экстерьера нового гольфа можно назвать эволюционными, то в салоне автомобиля произошла настоящая революция. Новый хэтчбэк штатно оснащен цифровым кокпитом с двумя экранами. Приборы нарисованы на пассивном дисплее диагональю 10,25 дюйма, а по центру тачскрин размером 8,25 или 10 дюймов, в зависимости от комплектации. На нем сосредоточено управление медиасистемой, климат-контролем и другими второстепенными функциями. Большая часть кнопок заменена на сенсорные клавиши, а также ползунки. Физические кнопки остались лишь на руле, и еще пара на центральном тоннеле. За доплату можно заказать проекционный экран. Селектор автоматической трансмиссии превратился в маленький джойстик по образу Porsche 911. Даже управление сдвижной стеклянной крышей реализовано сенсорным слайдером на потолке. Также среди опций трехзонный климат-контроль и аудиосистема Harman Kardon. Голосовым помощником уже никого не удивишь. В России даже китайские автомобили заговорили голосом Алисы. Европейцев же в новом Гольф на все их насущные вопросы будет отвечать Alexa от американского IT-гиганта Amazon. Она найдет новости, подберет музыку, разузнает погоду и свяжет машину с бытовыми приборами из умного дома. Система Personalization 2.0 запоминает предпочтения водителя и настраивает многие системы под него, в том числе трехзонный климат-контроль. Навигация стала интерактивной. Она позволяет синхронно сохранять в памяти координаты объектов и их телефоны. Например, номер ресторана, по которому можно забронировать столик. Новая мультимедиа имеет доступ в интернет, технологии eSIM и голосовое управление. Может воспроизводить потоковое аудио и видео. А еще есть функция дистанционного обновления софта и установки новых приложений. В продвинутых версиях система позволяет настроить доступ со смартфона. Гаджет можно использовать для отпирания машины и запуска двигателя. Причем хозяин имеет возможность поделиться машиной с другом, передав на его смартфон весь функционал. Еще 8-й Гольф стал первым Volkswagen штатно оснащенным системой связи с другими машинами и дорожной инфраструктурой типа Car2X. Он заблаговременно предупреждает водителя об опасностях впереди. Это одна из задач, возложенных на новый модуль связи. Автопилот Travel Assist – часть комплекса помощников IQ Drive. Готов вести машину по магистрали на скоростях до 210 км в час. Он позволяет не придерживать руль до 15 секунд, а дальше включает звуковые и световые предупреждения. Если человек не касается руля, автомобиль сам останавливается. Окружающая подсветка в Гольфе может быть нескольких версий, в зависимости от комплектации.
Система V-Upgrade позволяет уже после покупки машины активировать в ней новые функции. Адаптивный круиз, предсказывающий изменения обстановки, ассистент управления светом, Hotspot Wi-Fi, голосовое управление на базе сети, сервис AppConnect. В частности, умный круиз можно купить постфактум, поскольку в базу Гольфа уже входит система контроля обстановки Front Assist с радаром и камерой. Она, кстати, видит теперь не только пешеходов, но и велосипедистов. А еще научилась автоматическому торможению на перекрестке перед встречной машиной при повороте налево. Все это компания называет технологическим скачком, сравнимым с переходом от кнопочных телефонов к смартфонам с сенсорным экраном. За доплату по-прежнему есть адаптивное шасси DCC. Помимо обычных версий, сразу представлен вариант Airline, который отличается не только агрессивным обвесом и декором, но также подвеской и рулевым механизмом с более спортивными настройками. Новому Гольфу положены бензиновые моторы 1 литр TSI EVO 90 и 110 сил и 1,5-литровый TSI EVO 130 и 150 сил, а также дизели 2 литра TDI EVO 115 и 150 сил. Трансмиссия, 6-ступенчатая механика, либо 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением. Volkswagen держит курс на электрификацию. Новый Golf предложит на старте продаж в 8 версиях, 3 из которых бензиновый мотор TSI с отдачей 110, 130 и 150 сил, комплектующийся 48-вольтной электросистемой и работает по принципу мягкого гибрида. В задачи электромотора входит помощь основному агрегату на первых секундах разгона, работа системы старт-стоп и рекуперация энергии при торможении. Такая система позволяет экономить до пол-литра топлива на 100 километров. Кроме того, на рынке появятся подключаемые гибриды с установкой, в состав которого войдет 1,4-литровый TSI PHEV и батарея емкостью 13 кВт-часов, и гибрид 204 лошадиных сил и GTA 245 лошадиных сил. Позже, в 2020 году, на европейский рынок выйдет Golf TGI со 130-сильным 1,5-литровым мотором, который работает на природном газе. А вот полностью электрический Golf ждать не стоит. Его нишу в продуктовой линейке марки теперь занимает электромобиль ID.3. В Германии и Австрии 8-й Volkswagen Golf начнут продавать уже в декабре. На других рынках хэтчбеки появятся в 2020 году. Есть в планах и России, хотя в компании пока затрудняется назвать точный срок начала продаж на нашем рынке. Конечно же, российская гамма двигателей будет отличаться от европейской. Для нас зарезервированы старые двигатели 1,6 литра MPI и 1,4 литра TSI. 7-й Гольф в Россию вернулся в сентябре прошлого года, после паузы едва ли не в пару лет. Сейчас он продается по цене от 1 миллиона 429 тысяч 900 рублей. Делитесь своим мнением в комментарии о новом Volkswagen Golf. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе последних событий автоиндустрии.